Друзья, всем привет! Много ли вы знаете волейболистов, которые в 19 лет, не имея по сути опыта игры за профессиональную волейбольную команду, были бы не просто вызваны на Олимпиаду, а при этом стали бы игроком основного состава? Думаю, вряд ли вы назовете много подобных примеров. И вот одним из таких ребят стал с недавних пор основной доигровщик сборной Японии Ран Такахаши, который уже по количеству подписчиков в инстаграме переплюнул не только Юки Ишикаву, но и Юджи Нишиду. И вот про этого молодого и талантливого японца мы сегодня и поговорим. Так что не вижу смысла больше тянуть. Поехали! Ран родился 2 сентября 2001 года в японском мегаполисе Киото. Чистокровным японцем его назвать не получится, ведь дед его имеет американские корни, а мать наполовину немка. Вот, видимо, благодаря тем самым американским корням, отец семейства, будучи заядлым болельщиком бейсбола, и дал имя своему младшему сыну в честь хоум-рана. В волейбол играть будущий доигровщик сборной Японии начал еще во 2 классе, пойдя по стопам своего старшего брата Руи. В целом ничего удивительного, что оба брата и их сестра выбрали волейбол нет, ведь все тот же дедушка имеет собственные волейбольные площадки на территории США. Поскольку Ран до сих пор не играл ни в одном профессиональном взрослом клубе, то понятно, что список достижений тут вряд ли может быть каким-то особенным. Ну и в нем пока звание чемпиона Японии среди школьных команд старших классов, где наступал за Хигасияму, и также там был признан лучшим игроком всего этого турнира. Хотя, кстати, нужно отметить, что будучи новичком в своей команде, изначально Ран начинал на позиции либера. Затем японец добыл серебро студенческих игр вместе с Японским университетом спортивной науки в 2020 году. Ну а потом была Лига наций, домашняя Олимпиада в Токио и серебро чемпионата Азии. 19-летний первокурсник в основном составе олимпийской команды. Звучит вдохновляюще. А раз уж мы заговорили про вдохновение, то Ран как раз таки черпал его от своего нынешнего партнера по сборной Юки Ишикавы, который является для него неким супергероем или даже своего рода божеством. А делить площадку со своим кумиром дорогого стоит. Кстати, напишите, с кем бы лично вы хотели бы больше всего сыграть в одной команде. Мне было бы крайне интересно почитать. Раз уж карьера японского доигровщика еще только набирает обороты, и его биография дополнится еще не одним листом замечательных событий, предлагаю эту самую биографию больше не ворошить, а перейти непосредственно к разбору игры Рана Такахаши. Ну а как прямо сейчас выглядит на площадке самый популярный японский игрок, мы сейчас и узнаем. Учитывая специфику игры сборной Японии, Ран Такахаши идеально подходил на роль второго доигровщика, которого крайне не хватало японцам, чтобы выйти на новый уровень. Сборная Японии выделяется быстрым переходом из обороны в атаку, пусть для волейбола это определение не очень неприемлемо, ну и также обилием подключений доигровщиков задней линии, ведь учитывая физические особенности японцев, им лучше подальше держаться от блока, что они собственно и стараются делать. И вот тут нужен был такой игрок, который умеет хорошо атаковать с задней линии, и при этом будет готов это делать сразу после приема или защиты. А как раз таки это и является визитной карточкой Такахаши. На данный момент доигровщик не обладает каким-то внушительным атакующим арсеналом, поэтому охарактеризовать основные тенденции в атаке у Рана было не так уж и сложно. Подавляющая часть атак направлена ближе к углу 5-й зоны, если мы говорим про нападение с передней линии. Чрезмерным риском доигровщик особо не увлекается, так что в большинстве сложных ситуаций старается использовать скидки, либо же прибегает к атакам по пальцам, если мяч не наведен на сетку. В задней линии также достаточно много однообразных атак, которые выглядят примерно вот так. Но этот арсенал, я уверен, будет непременно расширяться, так что возможно это станет поводом сделать еще какой-то повторный разбор. Техника блокирования доигровщика на хорошем уровне, но тут уже вариантов особых быть и не могло, ведь каким-то выдающимся атлетом его сложно назвать. Так что нужно выжимать из своих физических возможностей все. И даже при минимальном перемещении Ран все равно разворачивается боком и использует мах рук, чтобы достичь максимальной высоты прыжка. С подачей все слегка интереснее. Такахаши использует подброс с 2 рук, причем обе руки после подброса он выносит вверх, задавая при этом очень сильную ротацию мяча и добавляя к этому еще и боковое вращение. И по итогу это выливается нередко в достаточно замысловатую траекторию полета мяча во время этой самой подачи. Не зря Ран говорил, что Ишикава является его примером для подражания, ведь Юки выполняет практически такой же подброс, только направление бокового вращения у них различны. Ишикава больше крутит вправо, Такахаши влево. Вот таким получился разбор молодого японского волейболиста, мечтающего не только об олимпийской медали, но и о том, чтобы вывести свой любимый вид спорта на новый уровень популярности, что, согласитесь, очень достойная затея. Поэтому смело прожимайте лайк под этим роликом, будем продвигать волейбол вместе.
Также помимо вашего мнения касательно героя данного выпуска, пишите, кого бы вы хотели увидеть в следующих разборах. На основе ваших интересов я и буду готовить новые выпуски этой рубрики. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.